Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Ева. Приветствую всех постоянных зрителей, моих любимых, основного моего канала Ева Оракул и Таро, и новых гостей канала, которые пришли на эту рубрику, на эту тему «Сильные стороны известных людей». И сегодня мы будем разбирать с вами Элона Маска. И кто смотрит мои расклады давно, тот знает, что все знаки, выбор колоды, место, где я собираюсь записать расклад, это всегда не просто так. Меня всегда ведут, всегда есть какие-то подсказки. И сегодня удивительно, что я не села наверху возле бассейна, я не села, не смогла сесть, потому что там на террасе прям... То есть у меня все время влекло, когда я поняла, что буду записывать расклад. Во-первых, сразу же пришла колода мистических моментов, а во-вторых, сразу же я поняла, что я должна сесть не на земле, а где-то вот между землей и водой, понимаете? То есть сама личность этого человека, понимаете, он все время где-то между. Он вообще вот не зря пришла колода мистических моментов, знаете, в нем земная и неземная натура, а они в нем живут удивительно. Ну, давайте смотреть этого человека на картах Таро и из потока. Главная идея, что я вам хотела сказать, что я не смогла сесть как будто бы вот на земле там, где все. То есть мне хотелось, во-первых, уйти подальше. Видите, не зря выходит карта у нас четверка пентаклей, да. Вот мне хотелось уйти куда-то в уединение. Так, мелькает, да, очень. Почему-то, вот видите, опять же тоже у меня сегодня была почему-то я с желтой резинкой, да, то есть у меня вот это вот какая-то неординарность личности однозначно есть, и она сквозит через все. И это сильная сторона этого человека. Человек умеет, знаете, вот он понимает, что его одна из сильных сторон понимание, если ты хочешь сделать что-то особенное, то ты должен делать что-то, что не делают другие, понимаете? Вот у него это не просто, как люди это понимают умом, у него это как будто бы прошито в его личности, понимаете? Вот с карты императрица сразу же выходит. То есть человек, во-первых, вот мне идет сразу же, что этот человек... Он, знаете, он как будто бы с другой планеты. Вот у него все накопленные знания, это не знания там, этой жизни, там, воплощение, то есть у него настолько, как будто бы, знаете, как будто бы кто-то его прикоснулся к нему, такой вот мне идет, дал ему определенные как будто бы знания, да, и он как будто бы вот пришел в это воплощение для того, чтобы... как сказать, он сам иногда не понимает, откуда у него берутся какие-то идеи, какие-то мысли, какие-то желания, какие-то действия. То есть человек абсолютно руководствуется своим внутренним голосом, каким-то внутренним инстинктом, внутренним зовом. То есть сказать, что человек сидит и что-то там просчитывает, понимаете? Вот сразу же интересно, вот, слушайте, какая интересная, вот тоже я заметила, что на первом моем раскладе Зеленского, да, я говорила, что там Зеленский как раз, это как старая душа, человек, который наработал очень большое количество знаний и опыта на своих воплощениях, в том числе и в этом воплощении. То здесь человек, понимаете, вот он как будто бы, знаете, вот идет такое слово, как будто бы вот с другой планеты. Вот это может быть и в прямом, в переносном смысле. И для него мир, знаете, для него здесь все понятно. Знаете, вот мне этот мир понятен. То есть для него здесь все понятно, и с другой стороны, для него все непонятно. То есть человек вне правил. Вот не зря вот почему-то я желтая резинка, понимаете, все какое-то вот, все в какой-то вот борьбе у него и сопротивлении. Но при этом для него он как бы себя действительно выделяет, он не может находиться с остальными людьми рядом. Он действительно чувствует, что он особенный. Ему нужно особенное место. Вот я здесь села, понимаете, я вам сейчас покажу. Я села посреди воды, понимаете, в таком приватном лаунже, да, где доступ, ну как бы доступ остальным людям нету. То есть человек, понимаете, явно понимает и чувствует, что он особенный, и он, исходя из этого, проживает свою жизнь. То есть его сила его личности, понимаете, его успеха в том, что он... Там даже, понимаете, нет вопроса в том, что я какой-то особенный, исключительный. У него это прошито в нем настолько, что он просто делает свою программу, понимаете? Он просто выполняет то, что ему как бы идет, то, что через него проходит. И для него мир, знаете, для него воплощение на земле – это как такая легкотня. То есть для него
все здесь, все эти рамки, правила, вся жизнь, люди. То есть в целом для него мир какая-то, знаете, как игровая площадка. То есть он не слишком серьезно его как бы воспринимает. Он просто как бы живет, он просто как бы проживает какие-то жизненные ситуации, что-то достигает, к чему-то идет. То есть для него это легко, я вот не знаю, не могу слово подобрать, понимаете? Для него это как вот орешки щелкать, для него это достаточно простая штука. Слушайте, вот интересно, что когда я просматривала первый расклад, у нас был, мы посмотрели на Зеленского, то там какую информацию ты не начинаешь смотреть, как будто бы, я же говорила, что там стоит защита, там очень много информации скрывается, да, то есть не вся она идет в открытый доступ, скажем так, да, то есть я могу, конечно, все посмотреть, но я вижу, что там стоит граница, и зачем я буду лезть туда, куда меня не звали, правильно? То здесь в контексте Элона Маска, то есть это просто открытая книга. Оттуда можно считать абсолютно все. Вот я вижу, что человек в душе достаточно добродушный, достаточно легкий, вот он без заморочек. И у него, вот выходит на него карта сила, его сила в его, знаете, такой вот непосредственности. Вот видите, такая вот девочка идет, она со львом такая, вроде бы игривая, вроде бы с ушками, да. Кстати, вот почему-то желтый цвет пришел, да. То есть вот действительно такая вот непосредственность в проявлении себя и в этой жизни. Для него жизнь это какая-то, знаете, вот я взял конструктор, и я им играюсь. И в этом его невероятная сила этой жизни, так как он относится к жизни, и это не то, что он себе это как-то придумал, понимаете, не то, что человек себе такой настрой дал. Он такой человек, у него такая натура. В этом его сила от природы. Интересно, сегодня совершенно, знаете, как будто бы карты Таро говорят, что мне, чтобы я как будто бы их не сильно беспокоила, да, то есть мне почему-то все время сегодня все хочется смотреть из потока. Так, ну давайте смотреть все-таки. Сложно сосредоточиться, знаете, у этого человека, мы все его там видели, да, его там поведение, то есть у меня идет, что у него все время скачут мысли. Даже я не могу сосредоточиться на раскладе. Я когда подключаюсь к людям, я становлюсь по характеру, по поведению. Вы можете посмотреть все мои расклады, да, в зависимости от темы, в зависимости от того, кого я просматриваю, я становлюсь очень близко к этому человеку и начинаю проявлять вольно-невольно его поведение. То есть у меня какое-то состояние, я не могу сесть, я не могу усесться, я не могу вот сосредоточиться. То есть постоянный какой-то вот хаос. То есть ты не можешь этому дать какой-то контроль, ты не можешь на это надеть какую-то колбу, понимаете? То есть постоянное какое-то вот... у нас там, знаете, часто таких людей там сажают, у которых такая подвижная психика, да, то есть там на какие-то таблетки, там антидепрессанты и так далее, подавление идет. У него нет этого подавления, он свободно себя поражает, десятка, восьмерка кубков, понимаете, сразу. То есть он исследует мир, он проявляет это все с легкостью, и у него вот это постоянно, у него как моторчик внутри. Да, то есть в этом огромная сила его как человека, его работоспособности. В принципе, помните, вот мы, интересно теперь, вот, когда уже есть расклады, там одного человека я просмотрела, скоро будет очень много раскладов, интересно будет сравнивать личности таких известных, мощных людей, да, то если у Зеленского мы смотрели, работоспособность очень высокая, да, и он действительно такой борец внутри, то здесь это не работоспособность, это энтузиазм. Человек, вот как, понимаете, как подорванный, его все время подрывает. То есть о каком-то другом человеке сказать, что можно, он сидит на каких-то препаратах. Но этот человек, у него внутри, понимаете, ну вот он пришел с другой планеты, у него однозначно, у него неземная, у него прошлые воплощения были неземные. То есть у него совершенно 100% подтверждения, понимаете. У него все эти знания, все вот эти вот понимания, как жить, как действовать, они основаны не на земных правилах и устоях и программах. То есть он живет вне программы, он создает свою программу, и в этом его сила. В этом его неповторимость, именно поэтому этот человек стал известным на весь мир. Все время вот такое состояние. Вот у меня внутри, я не могу вам это описать. Поскольку я к нему подключилась, я не могу сидеть на месте. У меня шило в попе, понимаете? Вот это шило в попе. И почему, знаете, почему вот невозможно работать, почему даже эта колода, знаете, попросилась, это самая обширная колода из всех Таро, потому что здесь на многие карты есть и мужская, и женская роли, что это удивительно, понимаете, и в нем это как будто бы соединено.
И даже почему мне сложно смотреть на картах Таро, потому что как будто бы мне все время идет из потока, этого мало, этого тесно. Тут нету таких карт, тут нету такого описания близко, поэтому мне говорят, читай из потока. Тут нету таких карт, которые бы четко передали то, что нам нужно увидеть о нем, понимаете? То есть и поэтому как будто бы колода, она у меня как будто бы хочет, чтобы я даже ее не трогала и иногда к ней обращалась и больше работала из потока. Ну давайте так и будем делать. Потому что такой вот творческий процесс, творческий человек, творческий процесс, человек непоседа. И это делает его, знаете, почему таким сильным и известным? Потому что его жажда к познанию, узнаванию, вот такой, знаете, человек-эксплорер. То есть ему нужно все исследовать. Вот как мне тоже, да, мне захотелось создать этот канал для того, чтобы исследовать знаменитых людей, их качества и что внутри их двигает к достижению, что является этим топливом, да, для этого. Поэтому у него постоянный процесс переработки информации, преобразования информации. У него там даже когда он спит, у него огромное количество снов, у него огромное количество информации, то есть у него мозг вообще не отдыхает, ему это не нужно, понимаете, вот он как, если вот сказать про этого человека, что он сверхчеловек, вот можно было бы сказать, что вот он сверхчеловек вот в нашем таком земном понимании, но он на самом деле просто для его натуры, для его воплощения, для того места, откуда он пришел, да, его душа, он, скажем так, такой обычный, средненький, понимаете, человек, скажем так, да, ну вот такое идет, я вам передаю с потока. А здесь, в земном воплощении, в этом воплощении, которое сейчас он проходит, в этих проявлениях, да, в этих инновациях и так далее, то есть он, понимаете, он умеет заражать других людей. Вот это вот я не могла подобрать хорошее слово, понимаете? Вот то, что он делает, он умеет заражать других людей. Тройка пентаклей. Он умеет работать в команде, умеет привлекать людей, ему это доставляет удовольствие. Он как будто бы, знаете, вот он, я умею, я могу, у меня есть эта энергия, он хочет, вот чтобы, вот не зря у него есть большая компания, понимаете, то есть это не человек просто, который там одиночка и стал известный сам, там, сам по себе, да, то есть у него есть огромная компания, у него есть огромное количество людей, и он тут у меня эта компания появилась, да? Интересно. Я же говорю, что вот он притягивает к себе людей, и многие люди чувствуют его энергию, и они хотят работать с ним, понимаете? Поэтому ему крайне важно окружать себя людьми, притягивать людей, знаете, вот завлекать людей, делиться этой энергией, делиться этими знаниями, делиться энтузиазмом. Причем я вот вижу с ним работать, с ним сотрудничать, с ним очень непросто. Он, знаете, он как будто бы вообще вот там не слушает, не будет слушать, да, то есть вот видите, как вот позади меня сейчас, да, там что-то происходит, вот нужно сделать, оно будет делаться. Это вообще не важно, там, это сейчас мешает, не мешает, это как сейчас вообще попадает там в камеру, не попадает, да, то есть это должно быть сделано. Вот так у него. У него есть свои, что-то, вот я же говорю, вот это, в этом его сила, понимаете? Его вообще сильно там не волнует, кто там что делает, кто там что думает. У него есть своя миссия, у него есть своя идея, и он будет этой идеей следовать до конца. И самое главное, понимаете, вот здесь карта суд выходит, да, что для него это настолько важная, ключевая вещь в его воплощении, что, понимаете, его вообще ничего другого не интересует. Вот вы знаете, да, как на мои расклады всегда притягиваются люди, и обязательно нужно что-то попасть в кадр, там это какая-то должна быть, понимаете? Но смотрите, интересно, еще выходит на него король Пентаклей. И помните, я говорила, что в этой колоде выходит, есть король Пентаклей в женском, да, образе и есть в мужском. Так вот здесь, в женском образе, король Пентаклей, понимаете, для него деньги – это не просто деньги, как ресурс или какие-то достижения, какие-то проекты. Это не просто, понимаете, для того, чтобы человек как-то обогащался. Это для него не первостепенно, для него это важно, там, естественно, как для любого человека, да, жить там классно, богато, достойно и так далее. Но для него первостепенно через ту работу, через ту деятельность, через тот доход, который у него есть, для него крайне первостепенно получать от этого удовольствие, понимаете? У него грандиозные планы, грандиозные идеи. Посмотрите, какая здесь красивая карта, понимаете?
То есть для него это не просто... Здесь вот, понимаете, пентакли вот на этой колоде, видите, они вплетены в цветки. Вот удивительно, что на него вышла именно такая карта. Потому что как женщина и как мужчина могут наслаждаться деньгами и ресурсами совершенно по-разному. Мужчина относится более прагматично, но так как женщина может относиться и наслаждаться ресурсом, понимаете, это вот особенно когда его много, да, то есть особенно мудрая женщина, как она может этим ресурсом распоряжаться, пропускать через себя, так вот он такой же человек, понимаете, и он все деньги и ресурсы он будет вкладывать в дело, в наслаждение, в продвижение. То есть для него это очень важно. И вы посмотрите, сколько там процессов происходит у меня за спиной. Я же говорю, что вот он такой человек. И видите, меня вот сегодня, если меня бывает, что отвлекают, и меня это раздражает, вот сегодня, видите, у меня такой персонаж, что меня это даже, это, знаете, вот меня немножко как будто бы заводит, да, то есть... А вот такое, знаете, внутреннее сопротивление. А я смогу, а у меня получится, мне ничего не отвлечет, я буду идти к своей цели, я это смогу. Потому что для человека это воплощение, и все, что он делает, крайне судьбоносно. И самое главное, что он эти судьбоносные перемены несет в этот мир, понимаете, на эту планету. И он это знает. Его сильная сторона в том, что он никогда не будет отвлекаться на мелочи. У него идея, вот у него вот этот вижен, его, понимаете, же говорю, у него все время там в голове вот эти идеи. Видите, вот там он копошится без остановки, понимаете, только я начала говорить об этом. И пришел молодой человек и начал делать постоянно что-то, да. Так вот, у Маска, у него постоянный вот этот моторчик. И даже если он себе не будет давать задания, он будет задания давать всем вокруг. У него крутиться будут все, понимаете? Я не знаю ни одного человека, кто работает с ним, да, там и так далее, но вот мне идет из потока, что работать с ним первое не просто, первое, это очень интересно, и люди, которые с ним работали, они или там в той компании, или находятся очень близко рядом с ним, они впадают как в зависимость от него, знаете, они как наркоманы становятся. Он как наркоман, такой от своей идеи, от своей жизни, вот у него эта энергия прет, понимаете, вот он такой энерджайзер в хорошем смысле. Точно так же и люди, которые находятся рядом с ним, они находятся в такой же зависимости, они как бы заражаются этим, понимаете, и они не могут от этого там никуда там уйти и так далее, понимаете. Поэтому вот такая вот история. Ну, давайте дальше смотреть, что нам еще выйдет. Извиняюсь. К вам не тем местом повернулись, я прикрою. Я вас прикрою. Это, кстати, тоже не просто так происходит, понимаете? Вот он такой человек, он может и с юмором, и пошутить, и как-то выйти. Вот он, вы знаете, такой он позитивчик. Вот его сильная сторона, что он человек, который с улыбкой, с позитивом, вот как-то вот он его все время, знаете, такой задор у него внутренний есть. Вот это вот абсолютно такая его сильная сторона его характера, его личности. Ой, это же надо. Вот кто у меня на моем постоянном канале Ева Оракула Таро, тот знает, что как на мои расклады притягиваются люди, как они атакуют, что они, как все хотят попасть в кадр, вот, и стать известными, понимаете? Вот не зря сейчас я об этом сказала, понимаете? Потому что 7 кубков для него очень важно, у него огромная потребность стать знаменитым, известным благодаря своим достижениям, благодаря тому, что он делает. Не у всех людей, знаете, вот есть люди рождаются на планете Земля, они просто живут. А есть люди, которые, представляете, только я сказала известным, пришла толпа туристов и начала фотографировать там море, горы и так далее. И меня в том числе, получается, я попадаю в кадр. Понимаете, вот это очень любопытный знак. Ему очень хочется войти в историю, стать известным. То есть это одна из вещей, которых его зажигает. Не только... Понимаете, то есть не только достижение, не только принести что-то людям, человечеству в этот мир. Его крайне зажигает стать известным, чтобы о нем все знали, чтобы о нем все говорили, оставить след в истории, понимаете, вот так вот прям вот прикоснуться, вот мне идет прям вот прикоснуться, понимаете, вот этот след в истории, стать одной из звезд, которые зажглись на небосклоне Земли, которые знают все. Для него это очень-очень-очень важно. И это одна его из сильных сторон, понимаете? Почему это, мы говорим, сильные стороны известных людей, понимаете? Это его сильная сторона, потому что такой вот этот, понимаете, у него такой сильный моторчик, и вот так это внутри постоянно толкает что-то делать, искать, пробовать, работать. То есть я вот его, знаете, вот сейчас мы посмотрим, но его семье можно не позавидовать, его близким людям, потому что с такими людьми крайне сложно рядом находиться, потому что мир крутится вокруг них, он центр вселенной, он звезда, есть его цель, есть его идея, и все, кто мешают этой идее, пожалуйста, Людфен, как бы, да, please, please out, да, то есть
Это даже, понимаете, здесь не грубость. Вот идет на него, что не please out. То есть это не грубо, нет. Это просто даже не будет обращать внимания, понимаете? И что, кстати, интересно, перед раскладом сегодня утром, в 7 утра я сегодня расклад делаю очень рано утром, чтобы захватить, знаете, такую вот еще прохладу какую-то. Это просто удивительно, что произошло. Это как раз вот очень хороший знак. Я же говорю, когда уже я делала утреннюю йогу на занятии здесь на природе с тичером, и в последние 5 минут, когда мы уже заканчиваем последние асаны, и мы уже ложимся в шавасану, там у нас трое было девушек, и вдруг ниоткуда появляется в ярко-оранжевой футболке какая-то бабушка и садится напротив нас, и она просто на нас смотрит. Понимаете, а уже шавасана такое расслабление, это такое, понимаете? И я сразу поняла, и я в этот момент уже последние минуты, потому что я знала, сейчас я пойду искать место, где я буду записывать расклад про Илона Маска. И в этот момент появилась эта девушка, понимаете? И вот она смотрела, и я поняла, что вот она сидит напротив меня и смотрит на нас всех, тычер в шоке, он не может сказать там типа «уйдите», понимаете, грубо. То есть, как вам сказать, вот это про него. Он никогда не скажет грубо «уйдите», то есть его что-то отвлекают, люди не так делают, как ему надо, там и так далее. Этот человек просто не будет тратить на это силы. То есть сила, его сильная черта характера, то, что он, понимаете, вот, видите, то, что он может, конечно, вот так вот, понимаете, сделать вот такие вот движения, но он все равно будет идти к своей цели. Буквально я на минутку прервалась, чтобы подождать, пока человек закончит. Понимаете, вот он настолько горит, любит свое дело, понимает, насколько важно заниматься теми вещами, которые, скажем так, вот ты если что-то делаешь, ты должен этим гореть. Вот он сам так живет. И он людей, которых вокруг себя, которые не горят, он старается, понимаете, держать их подальше. Вот не зря я вам привела пример про девушку, которая пришла и смотрела, да, она видела, что мы в энтузиазме, и ей захотелось на нас смотреть, присоединиться, вот просто сидела и смотрела, понимаете. И что самое главное, что я вот вижу, что его люди, которые, понимаете, которые не разделяют его взгляды, интересы, он не тратит свое мнение, время на то, чтобы, то есть в этом его сила. Он никогда не будет тратить время, уговаривать, убеждать и так далее. То есть он как бы будет стараться зажечь своим энтузиазмом, да, вот как у нас, помните, на складе на Зеленского выходила карта королева кубков на него, да, то есть он человек, который своим позитивом, своей энергией, своей чувственностью может легко выстраивать, то есть как дипломат он очень силен, да, то есть своей чувственностью может выстраивать отношения, понимаете? Вот, поэтому здесь совершенно другая личность, то есть он умеет зажигать, ему важно, чтобы его команда и люди, которые были с ним, они также зажигались, и он умеет это делать. Вот. А те люди, которые не разделяют его идеи, да, там и так далее, он не будет с ними спорить или переубеждать и так далее. То есть он будет чувствовать, если человек как бы вовлекается, готов полюбить то, что он делает, его идею так же, как он, то есть он понимает важность команды, понимаете, вот это его сила. То есть он будет собирать вокруг людей себя, которые способны также заразиться идеей, также готовы, знаете, там вот есть вот как студенты, они готовы там работать за бесплатно, за еду, вот понимаете, вот у него, ему даже нравится собирать таких людей, для которых не важны там деньги там и так далее. Ему очень нравится. Это его сила, кстати, его успеха, потому что он собирает вокруг себя людей, которым важны не материальные ценности, а которым важна идея. И он таких людей в первую очередь, кстати, себе собирает в команду, которые будут влюблены и гореть тем делом, которое они занимаются. Так, давайте посмотрим. Ну, карта звезда, понимаете, что могла на него выйти еще карта звезда? Все увидите тоже, вот когда я делаю расклады на сильных извечных личностей, очень часто выходят именно карты, что-то я с английского не могу, высшие арканы, да? Почему? Потому что, как сказать, вот есть люди, которые способны на очень многое, у них очень много талантов, но они в себя не верят. У них нету в себе вот этого, понимаете, огня веры, уверенности в себе, в своей исключительности, в своей, как бы, понимаете, в своей как бы мощи. То этот человек, у него безусловная глубинная вера, которая ему дана свыше,
в то, что он добьется успеха, он может добиться успеха, что люди должны и могут его любить, понимаете, вот у него есть однозначно вот такой вот, знаете, его шарм, то есть он считает, что у него есть шарм, он классный, и там, как его можно не любить, понимаете, вот у него абсолютно это есть, он этим немножко пользуется, и это позволяет ему становиться успешным, знаменитым, богатым человеком, который привносит в этот мир очень много интересных вещей. Что еще мне идет из этой карты? Сейчас я вам скажу, просто из потока сбилась. Интересно, что, кстати, вот видите, какой-то такой ажиотаж. Вроде бы я хотела найти место, где вообще будет такая вот тишина и приватность, но не совсем получилось, понимаете? Вот не просто так это происходит. То есть его и там девушка вот на йоге сидела, тоже так вот прям отвлекала, да? То есть ему это все дается не просто так. Ему за очень многие вещи нужно бороться, как бы отстаивать. То есть это человек с характером, понимаете? То есть это не слабак. Но он не будет это делать, понимаете, вот как у Зеленского, помните, на его 5 жезлов выходила по борьбе? Этот человек не будет ввязываться в борьбу. Он своей энергией, своей силом, каким-то таким вот своим как бы запалом, он просто будет его тоже сказать, там какая-то неприятная ситуация, он как бы там, он будет искать место, где светло, где ярко, то есть он не будет вступать, у него нет запроса на борьбу, на сопротивление, то есть у него есть запрос и идея на развитие, его зажигает именно развитие, инновации, зажигание других людей, привнесение нового, поэтому все, что, знаете, как палки в колеса, когда вставляют, он этого пытается как будто бы не замечать. Вот как я, вот то, что-то здесь происходило, да, и там девушка, ну, я пыталась не замечать, я делала свое дело, понимаете? Вот точно так же и он. Для него вот это его сильная черта, удивительная, кстати, черта его характера, да, и поэтому он стал таким известным человеком. Он никогда, вот очень хороший нам с вами урок, понимаете, он никогда, вот он не будет отвлекаться на это. У него его идея, его желание, его мечта, его цель настолько сильна, что для него все вот это остальное, люди, которые говорят, что он куку, что он там ничего не понимает, что это все ерунда, там, люди, которые сомневаются, ему и все эти люди неинтересны, они для него мелкие, они все для него не его уровня, понимаете? Я уже говорю, что у него там самооценка такая, что ох-охо, просто, понимаете? Он действительно считает, что вот у него есть это видение и уверенность в том, что он сможет. И там, не знаю, 90% его успеха, оно как раз в этом, понимаете? Если вы смотрели, вот там, например, Зеленская, там огромная трудоспособность, человек просто вот может работать без остановки, то здесь человек работает без остановки как бы не физически, а здесь у него происходит без остановки постоянный процесс. Вот. Поэтому это очень интересно, и действительно это позволяет этому человеку достигать очень много, и у него постоянно новые идеи зарождаются, новые какие-то желания, да. Еще вот что-то мне хочется сказать немножко про личную жизнь, какие-то сильные качества, что-то мне оттуда тоже идет. Ну вот вообще это, в принципе, человек, который умеет объединять людей, да, ну вот король жезлов, понимаете, он умеет объединять людей, и он может делать очень много дел одновременно, понимаете? Вот у нас сейчас там принято говорить там всякие СДВГ, ну вот я, например, человек индиго, да, то есть люди, которые необычные, у которых есть способность чувствовать мир иначе, которые по-другому живут этот мир, его ощущают, таких людей обычно, ну как бы для них, их как бы, да, знаете, если, если эти люди, у них нету достаточной уверенности себя проявлять, да, то есть обычно эти люди растут большим комплексами неполноценности, да. Так вот у него, понимаете, он знает, что о нем думают другие люди, как он может восприниматься кем-то. У него абсолютно уверенность в себе, и он вообще не отвлекается на вот эти дела. Поэтому я сказала, что его семье, его близким не сладко, потому что его цель, его действия, понимаете. И вот если, кстати, выходила на Зеленского, то он сам может очень много вещей делать. То есть он такой работоспособный. Ему нравится работать, бороться, что-то делать, понимаете? Вот он не зря, вот там, вы посмотрите, сколько он там видео, сколько в соушал выкладывает. То есть постоянно он какие-то ревью говорит, ездит и так далее. Понятно, что сейчас там военные действия, но вот почему-то, поскольку я очень рядом записываю эти два человека, да, то выходит это. Так вот, здесь на Маска выходит такой момент, что он не будет, понимаете, вид королев жезлов, вы посмотрите, это роскошь, уверенность в себе, в своей гениальности, исключительности, и, понимаете, есть вещи, которые просто мелкие для него. Поэтому он, понимаете, вот я как идея, у меня вот вся моя сила моих действий именно в моей идее, как я зажигаюсь. И она, видите, в красном, в сердечной чакре, у него это все это идет от сердца, он этим очень горит. Он горит любой своей идеей по жизни. И, кстати, в отношениях он такой же человек. Он не сильно может трудиться, поэтому, там, насколько я знаю, я не знаю, вот я опять же хочу повториться, что я делаю свои расклады специально, перед раскладом я не читаю биографии, не изучаю людей,
что-то, что я знаю об этих людях, мне достаточно, да. Я специально это делаю, чтобы у меня был чистый поток, и я не искажала ту информацию, которую я уже прочитала, факты какие-то и биографии, да. Я вам просто выдаю то, что мне идет из потока именно о качествах человека. Так вот его качество, понимаете, вот он такой же и в семейной жизни. С ним в семейной жизни непросто. Это, насколько я знаю, у него было несколько жен, да. Так вот, это далеко не просто, понимаете? То есть даже если он, кстати, вот я что-то не знаю, что-то я сказала, несколько жен, почему? Ну, потому что он, понимаете, он такой мужчина, вот я же говорю, вот мне идет такое, что даже если у него не очень много браков за всю его жизнь было и будет, да, то в него постоянно влюбляются. То есть он влюбляет в себя личность, он мощная, сильная личность, которая в себя влюбляет. Но вот быть рядом с ним, быть его партнером крайне непросто, потому что есть он звезда, он идет к своим целям, он действует, а все остальные, главное, что не должны мешать этому, понимаете? Поэтому здесь человек как партнер, как начальник, очень классно, заряжающий с него классно брать пример, с ним интересно какое-то время быть рядом, но, возможно, это становится для людей достаточно утомительным, понимаете? Королева Пентакли. То есть он все равно будет оставаться центральной фигурой, понимаете, ему это нужно, у него такой запрос на вот быть звездой, на запрос быть как бы первооткрывателем, добиваться своих целей, у него такой огромный запрос на это, что всякие остальные мелкие земные делишки, понимаете, император, я же говорю, смотрите, старший аркан опять. Понимаете, для него это все мелко, это человек огромный масштаб личности. Поэтому он никогда не будет заниматься там мелкими какими-то вещами, тратить на это вещи, на склоки, на разборки, на там, эмоциональные. То есть он, если что-то не так, он скорее оттуда выйдет или он найдет людей, или он найдет людей и соратников, которые смогут заниматься вот этими земными вещами и разруливанием, понимаете? Поэтому вот такой вот человек, которому, знаете, вот он такой взрослый ребенок вот мне идет, понимаете? Вот он взрослый ребенок по сути своей, это, понимаете? Он в душе ребенок. Ему нужен человек, который будет ему помогать, поддерживать и, как бы, понимаете, вот держать его, чтобы он смог на своем этом троне восседать, на самой вершине. То есть огромная конструкция, понимаете, должна держать. И очень много денег за этим стоит, конечно же. Так, ну что, девочки, последняя карта. Давайте вытащим последняя сильная сторона и будем закругляться. Ну, понимаете, человек, который без остановки, рыцарь Пентаклей, который без остановки будет идти к своим целям, даже если они ему и другим людям могут казаться пока такими сомнительными, призрачными, он все равно будет к ним идти. То есть и вообще, в принципе, его заряжает не сколько даже результат, а процесс, вот это развитие, инновация, заражение других людей, чтобы другие люди шли рядом с ним, для него это очень важно. Поэтому именно он будет людей, скажем так, стараться всегда как бы вести за собой, как сказать, сейчас вам скажу, просто пришли уже, это интересная ведерко поставили, он будет всегда стараться идти к своей цели, и вот это путь к этой цели для него является крайне важным, то есть для него это первая причина, понимаете, потому что именно это дает ему счастье, наслаждение жизнью и понимание, вот, что он выполняет свое божественное предназначение. Такой у нас был сегодня расклад, мои дорогие. Пишите в комментариях, что вам срезонировало, если вы хотите, чтобы я посмотрела какого-то другого героя. Кстати, интересно, что я ушла на самый край, я вам сейчас покажу, в самый край, но меня здесь достали, понимаете? Вот как обычно мои расклады всегда протягиваются, это не просто так. Этому человеку, Элону Маску, его известность, его, как бы вот его достижения, они даются не просто так. Это огромный, большой путь, и ему приходится справляться ежедневно с большим количеством сопротивления, но он уже умеет это делать, понимаете? Вот он не обращает на это внимания, он просто идет к своей цели, он действует, вот у меня есть, и я буду идти. На все остальное я не буду отвлекаться. Ну что, с вами была Ева, до связи, пишите в комментариях, оставляйте заявки на новых героев, и мы будем с вами разбирать сильные стороны известных людей, чтобы что-то брать для себя полезное, использовать это в своей жизни и развиваться, и расти. Ну что, до связи пока. Не могу, стоит рядом уже человек, который дает мне закончить. Ну что, пока, до связи.